приманка для человеческого тщеславия. У многих народов до сих пор сохранились практики влияния на погодные и атмосферные явления. Эти ритуалы передаются бережно, из поколения в поколение, в неизменном виде. Если мои подношения оказались достаточно убедительными, если я выбрал правильное время и правильное место, и прочитал мантры правильно, и от чистого сердца, тогда хозяин воды дает нам воду. Подобные действия не вызывают у нас большого доверия и воспринимаются сегодня чаще с улыбкой. Возможно ли, что всего лишь человек, не огромная современная лаборатория, обладающая новейшими технологиями, а всего лишь человек, силой одного только желания, может повлиять на природный механизм? Это была свадьба под открытым небом. Небо было совершенно пасмурным. Закапал дождь. За полчаса до начала церемонии дождь пошел всерьез, все стояли под зонтами. И тут мы вчетвером, я, отец жениха и еще 2 моих ученика, решили начать медитировать, чтобы улучшилась погода. Через минуту в тучах появился просвет, и солнце засияло прямо над нами. Не везде, а только над нами. К лету 1991-го в Израиле не было дождя уже 2 года. Вода в единственном пресном озере Кинерете опустилась на 15 сантиметров ниже критической отметки. И тогда 10 тысяч израильтян собрались у стены плача, чтобы произнести молитву о дожде. На 3-й день над страной хлынул дождь. Многие объяснили этот факт простым совпадением. Вера в случайность не имеет ни научного, ни религиозного характера. С научной точки зрения имеет место научный детерминизм, а с религиозной точки зрения имеет место влияние дел на результат. Случайность — это способ, которым человек пытается снять с себя любую ответственность. Так же, как в горах иногда крик птицы может вызвать мощную лавину, а движение крыла бабочки привести к смене погоды на целом континенте, так же и человек может запустить глобальные процессы одной лишь силой своей мысли. И это не является преувеличением. В этом не сомневается ни один ученый, знакомый с теорией систем. Все дело лишь в том, чтобы выждать момент, в который система будет находиться в нестабильном состоянии. В фазе нестабильности достаточно только движения мысли, чтобы система начала изменяться. Я не всегда вижу, когда моя ошибка, мой грех возвращается ко мне в другом виде. Хотя в сущности это одна единица. То, что я сделал неправильно, возвращается мне не в качестве наказания, а в качестве результата. При всем обилии воды на планете на доступную пресную воду приходится чуть менее половины процента всех ее мировых запасов. На протяжении истории человечества эти запасы оставались практически без изменений, в то время как население Земли постоянно возрастало. Никогда еще в мире не было такого количества людей, как сейчас. 6,5 миллиардов человек. Но даже сегодня пресной воды хватило бы на всех, если бы она не подвергалась жестокой атаке человеческой цивилизации. Вот вы себе представьте, люди, если воды просто не станет, она уйдет далеко в недра земли. Кто вам даст воду, этот ма'ин, который будет свободно бить из-под земли и будет легко доступный для вас, ма'ин?
Сегодня более миллиарда жителей Земли не имеют доступа к безопасной питьевой воде. По этой причине каждый год умирает свыше 5 миллионов человек. Половина из них дети. Это в 10 раз больше, чем ежегодно гибнет в войнах. Если эту проблему оставить без разрешения, то в 21 веке вода может стать причиной международных конфликтов. Уже сейчас она постепенно приобретает статус основного ресурса, который начинает фигурировать в политическом диалоге между странами и народами. Мы вот говорим о приближающемся нефтяном кризисе, потому что нефть может исчерпаться. Но, на мой взгляд, намного важнее заботиться о воде, чтобы у нас не случилось водяного кризиса. По данным ООН, ежегодно в мировой океан выливается около 10 миллионов тонн нефти. У Атлантического побережья США захоронено 90 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами на 100 тысяч кюри, а в европейской части на 500 тысяч кюри. Страны, имеющие доступ к морям, производят в них захоронение промышленного, строительного и радиоактивного мусора. Во время его сброса и прохождения сквозь столб воды часть загрязняющих веществ переходит в раствор и изменяет не только качество воды, но и ее память. Океан имеет еще возможности для стирания этой памяти за счет его солености. Но все равно эффект разбавления же есть. Вот о нем, так сказать, надо тоже говорить, его надо изучать, потому что при огромных разбавлениях иногда память начинает влиять даже сильнее, чем при малых, так сказать, разбавлениях, при высокой концентрации. На это надо обращать еще особое внимание. Очень тяжелый период планетарного нашего существования. Мы же распахали все возможные земли. Мы потеряли 33% зеленого покрова, половина планктона в океане. Значит, проблема, казалось бы, далекая, но везде вода. За последний год температура холодных глубинных вод Гольфстрима понизилась на 1 градус. За последние 9 лет скорость таяния ледников Гренландии возросла в 3 раза. За последние 30 лет разрушительная сила ураганов увеличилась вдвое. Растет количество природных катаклизмов. В десятилетие с 1973 по 1982 год в мире произошло 1500 катастроф. С 83 по 92 – 3500. С 93 по 2002 – 6000. Во время цунами в Юго-Восточной Азии в декабре 2004 года погибли и пропали без вести 226 тысяч человек. Без крова остались 500 000 человек. Наводнение в Европе в октябре 2005 года оставило без крова 200 тысяч человек. The last set of doctors that I'm going to talk to are the ones that I call the good Germans. You see, during the Holocaust, they were good Germans, good people that disagreed with what was being done to the Jews. But they stayed in their houses and they did not speak up. They hid behind their curtains, tried to close the door so that they didn't see it. They were not bad people in their hearts, but they were complicit. And because of that, millions of Jews died. There are many doctors in this country today that know hydroxychloroquine works because they inbox me all the time. I've treated most of them. I've treated their family members. They are scared for their license. They are scared because where they work, their company will fire them. They are scared because they lived in a leftist city. They are scared because they are young with 2 children and this is their profession, and if something happens, they're not going to have money to feed their children. Because of that, you've become the good Germans. You're watching Americans die because you're scared for your license. You're watching people die because you're worried that you lose your job. My question to you is that when these diabolic people, the Gileads and their like, are done, do you think
your family will be protected? Do you think your children will be protected? Do you think it would really matter? So my question to you, when you sit down and you're scared, too scared to do the right thing, too scared to keep the hypocritic, Hippocratic oath that we all took to be patient advocates, what does that make you? An accomplice to murder. It makes you one of the good Germans. I'm just saying this because, they can attack me. They can attack Dr. Oso. They come after us. They can send the boards. People say that, well, Dr. Stella, you might need to get protection. No, I don't need to. I'm a pastor. I'm a woman of God. If you look at my profile, I'm God's warrior princess. I'm protected by heaven. So I'm not scared of anything. But I'm just saying that you that is sitting down there, scared for your license, for food, and you're allowing people to die worldwide because of this. You're not different than a murderer. You're not different than Hitler. This is one situation where the good Germans is a good way to talk to you people. So I'm saying, if they can destroy one or two of us, but they cannot destroy a multitude of doctors. They can come after me, but they cannot come after 500, 5,000, 2,000, 10,000, 20,000 doctors. It is time for every single one of you to arise. Every single doctor in every state, and say enough is enough. If your hospital, your group will not use this medication, take a walk. Quit. Find something else to do. In fact, right now, we're working on putting together a program called frontlinemds.com. Frontlinemds.com. Inbox me. We'll get you a job. You'll work as a frontline MD to treat coronavirus patients nationwide. It's time for you to quit your job. It's time for you to take a walk and say, you know what? I refuse to let people die. For all of you that sit in the hospitals and when patients come in there and you're like, oh my God, I can't do it because I'm afraid. For real? Who are you going to sacrifice? Your mother? Your child? That person dying has a wife. That person dying has parents. That person dying is not going to live tomorrow to continue this argument that we're arguing. So my job right now is to tell you doctors, stop being complicit. Stop being murderers. Rise up. Let's fight for the life of Americans. Let's fight for the life of the nations of the world. And let's stop Gilead, Fauci, WHO, and whoever else is out there that thinks that human life is bigger than $1 billion, is smaller than $1 billion. Because you know what? Trillions of dollars is not worth one human life. And that's all I will tell you people.